Добрый день, дорогие девочки. Продолжаем вязание. Вчера я до конца это не доделала, сильно я устала. Итак, у нас сейчас здесь 42 петли. И теперь что мы делаем? Мы делаем убавки. 5 столбиков убавка. Так 6 раз. Раз, два, три, 4, 5. Здесь делаем убавочку. 2 петельки вместе. Раз, два, три, 4, 5, 2 петли вместе. И так до конца ряда. Раз, два, три, 4, 5, 2 петли вместе. У нас сейчас 36 петель. Делаем еще один ряд убавочек, а потом мы уже должны будем вставить туда этот сустав. Делаем раз, два, три, 4, одна убавка, раз, два, три, 4, одна убавка. И так до конца ряда провязываем. 2, 3, 4 до конца. Итак, у меня сейчас ровно 30 петель, и на этом месте я бы, конечно, вставила бы вот этот сустав. Как я уже сказала, можно делать и без сустава, но голова не будет вертеться. Вы буквально такую же часть вяжете для головы, но это мы будем вместе вязать. И эта часть просто сюда прикладывается. Вот. И когда у меня абсолютно, когда я самую первую сову делала, я просто эту часть приложила головы и каждую петельку с той связала. И она у меня была без движения. Но я хочу сделать с движением. Для этого, как бы это смешно не выглядело, девочки, но у меня в мыслях даже вот такое вот. Я хочу сегодня съездить в магазин и спросить, есть ли вот такие вот вещи из пластика. Ну, чтобы они примерно вот так вот выглядели. Может быть, просто болт такой, чтобы он был пластиковый. Или я возьму такой же болт, только очень тоненький и с большой шляпой. Вот. Такие у меня есть пластиковые. Я их могу заменить из моих суставчиков. Но это будет примерно выглядеть так, что это засовывается сюда. Потом это насквозь прокалывается, да? Вот. Потом прокалывается она также через голову. Потом можно будет положить эту шайбу и закрутить. Вот. Я думаю, что болт мне нужен будет где-то вот, ну, вот такой. Этот, к сожалению, короткий. Я бы классно бы его для этого использовала. Вот. Можно так использовать. Можно попробовать такие пластиковые, а можно просто взять пуговицу, приложить ее, проколоть насквозь и затянуть также с той стороны ниткой. Если я ничего не найду, может быть, я даже так и сделаю. Какие-нибудь большие 2 пуговицы, чтобы просто вот эти вот 2 диска, чтобы они держались между головой и шеей. Сделать мне немножко головную боль, вот это вот все. Всякие прибамбасы эти искать, что я не очень люблю таким заниматься. Вот. Вообще она потом сюда так ложится. Желательно смотрите, чтобы этот диск ложился прям ровно по кругу, чтобы середина была серединой, да. Натянуть. Вот так. Потом это ватой заполняется, и у нее получается такая хорошая основа. И если бы даже это так было,
Я даже не знаю, как сейчас сюда пройти. Мне кажется, это все ерунда с этими гайками и болтами. Просто брать пуговицу, насквозь прокалывать с хорошей плотной ниткой. И потом, когда мы часть головы провяжем, все проколем насквозь и очень плотно завяжем. И все. Так мы сделаем. Не буду даже на это деньги тратить. Вот. Итак, тогда получается так, что хорошо ложим диск. Потом я сейчас посмотрю еще пуговицу, посмотрю хорошую нить. И могу уже это, в принципе, насквозь проколоть, чтобы у меня эти нитки уже здесь торчали. Смотрите, тогда, в принципе, даже эти дырочки делать в середине не надо. Но я думаю, что я пройду мимо них. Беру вот такую пуговицу, длинную иглу, вот такую плотную нитку. Вот такая она у меня. Ложу ее сюда и примерно, вот, ну, даже, в принципе, и неплохо то, что здесь вот есть вот эта дырочка. Она может быть у меня сейчас очень большой, но я попробую рядом. Но даже если в саму дырку попаду, это не страшно. Так. Вылезла. Вот так. Девочки, если у кого-то есть идея лучше, с удовольствием, я даже буду рада вашим советам. Потому что в схеме это ничего не стоит, ничего не показано. И я делаю просто сама выдумываю что-то здесь. И... Одеваю опять и вкалываю тогда уже в другую дырочку. Желательно, чтобы все это было в середине. Сделаем так. Вот так получается, видите? Вот. И теперь этими же нитками будем пользоваться, прокалывать насквозь в голову. Это самое главное, чтобы здесь вот слегка просто завяжите, чтобы она не убежала туда внутрь. Потому что нам надо будет сейчас забивать это ватой и закрывать это место. Вот. Далее вяжется просто закрываем, пока у нас все петли не закончатся. Мы сейчас закрывали 4 столбика убавка. Теперь мы делаем 3 столбика убавка. Потом мы делаем 2 столбика убавка. И так до конца ряда или самой игрушки, пока она не будет закрыта. Окей? 1, 2, 3 и убавка. И сейчас мы также заполняем ее ватой. 1, 2, 3, убавка. Итак, заполняем всю ватой, очень хорошо набиваем, хорошо выравниваем, что если круг, то вот круг заканчивается именно по этой линии, что там очень будет видно, если вы, например, голову совы оденете, да, на эту, то чтобы вот этот, например, край, он вниз не уходил, он должен, все должно лежать по краю. Набиваем ватой и закрываем. Вот смотрите, вот так у меня получилось. Плоское такое основание получилось, это будет вот это вообще тело. Здесь у нас сверху пойдет голова. Пуговицы я там прикрепила. Здесь мы сейчас будем вывязывать хвост. Здесь у нас будут ложиться ножки. Если хвост так, то ножки ложатся вот так. Они или пришиваются, или, девочки, правда, я в этом случае очень легко просто сажу на горячий клей. Они до такой степени сидят плотно, что тут никто не оторвет, потому что пришить здесь очень тяжело. Во-первых, вот эта пряжа, она плотная, эта пряжа очень мягкая и образуются дырки. Я всегда сажу его на горячий клей. Вот. И потом оно так получается, что сова эта, она отлично стоит и не падает. И ножки выглядывают снизу у нее. Итак, крылышки у нее будут вот так смотреться. Вы их тоже можете пришить. Я их пришиваю так, как вам угодно. Вообще это крыло должно задираться наверх. Некоторые могут сделать, нет, вниз
Вниз никак, только наверх. Вот так оно должно идти. Этот кончик должен наверх задираться. Вот. Они будут вот так вот пришиваться. Это, наверное, с этой стороны. Вот так одно. И вот так другое. Ну, чтобы оно все ровненько лежало. Вот так. Это надо все выровнять потом. Это будет видно, когда уже сова будет готова. Итак, приступим к вязанию сейчас хвоста. Хвост здесь вяжется тоже. Почему-то по схеме идут, набираются 16 петель. Потом делаются прибавки, чтобы у вас получилось 20 петель. Но у меня здесь, если я по кругу сейчас наберу, у меня не получается 16, у меня получается именно 20. Поэтому я не буду никаких прибавок, ничего делать. Я сделаю просто сразу наберу 20 петель. Начинаем с этого угла. Прицепим вот эту нить белую. И набираем по кругу петельки. Эту ниточку мы прикладываем и вяжем ее вместе. В каждую петельку мы просто делаем одну петельку. И так по кругу. Конечно, игрушку надо очень плотно набивать. Вот. Можно хорошо еще потом, если что, добить в конце здесь. В хвостике. Здесь тоже на углах мы делаем в каждую петельку. Ввязываем. Вот видите, одна дырочка образовалась. Мне она не очень нравится. Но я ее потом затяну. Это когда здесь убавки делали, образовывается такая. Я ее, когда все будет готово, я ее утяну. Здесь я тоже, знаете, здесь девочки просто вот наобум в каждую петельку. По схеме должно получаться 20 петель. Я не знаю, сколько у меня получится. Я на этом не заморачиваюсь. Я просто набираю петли по кругу. Немножко тяжеловато здесь. Потому что там таких вот точных петелек не видно. Просто я по кругу иду и в каждую дырочку засовываю. И все. Так, вот здесь мы начали. Сюда мы приходим. Вот. Вы, конечно, можете вот эту часть еще раз провязать по кругу. То, что я бы тоже сделала. Да? Теперь сколько у нас вот петелек здесь образовалось. Вяжем их по кругу и приходим опять на это место сюда. Вот такая получилась у меня задняя часть. По ней видно, что она немножко выпирает. Здесь вы можете забить еще ваткой, чтобы видно было, что у него как такая, ну, как хвост выпирал. Вот. Не сильно много, так, чуть-чуть. Мне этого достаточно. И теперь вы складываете эти петельки, складываете эти петли, да, и провязываете их вместе. Но я вот сейчас смотрю, смотрите, если мы сейчас провяжем их вместе, то мы потом вот так переворачиваем и сделаем здесь рюшечки, вот такие как воланчики. Если мы такие рюшечки будем так делать, то лицевая сторона рюшечек у нас будет снизу. И это будет некрасиво. А изнаночная будет сверху. Поэтому что мы сейчас здесь делаем? Видите, так как я не так часто их вязала, я вот сейчас просто логически подумала, что будет некрасиво. Мы провяжем этот ряд еще сюда. Давайте так сделаем. От этого плохо не будет. Наоборот, хвостик будет немножко длиннее. Мы этот ряд провяжем до конца.
Там у нас скандал, детей все уложить, спать не можем. Все. Провязали этот ряд. И теперь здесь мы провязываем этот ряд вместе. За обе стенки. И считайте, сколько петелек у вас получается, чтобы потом все правильно разделить. У меня 2 получается. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9 и 10. Теперь поворачиваем вязание. Образовалась у нас вот такая штучка сзади. И теперь просто вяжутся воланы. Воланы вяжутся по этой схеме. Вот. Но у нее здесь, у нас получилось 10 петель, а у нее здесь получается 2, 4, 6, 8. Эй, тоже 10. Как хорошо. Итак, значит, здесь делается сейчас петля подъема. В следующую петлю мы вывязываем 4 столбика с накидом. Одну петлю пропускаем, одну, вторую. И потом в 2 следующих мы делаем. Угу. Ну, сейчас попробуем. Сейчас сделаем так. Итак, я сейчас по схеме буду вязать. Если будет не получаться, у меня я что-нибудь свое придумаю. Итак, одну петлю мы пропускаем. В эту петлю мы вяжем 4 столбика с накидом. Эту пропускаем, в эту вяжем. Раз. 2. Значит, правильно все сделала. 3. 4. Теперь одна петля пропускается, в эту делается просто, как здесь стоит, столбик из накида. Сюда или сюда. Давайте сделаем следующую петельку. Здесь мы вывязывали, следующую сделаем столбик без накида. Вот так. Теперь одну петлю мы пропускаем, и мы вяжем в эту петлю 3 столбика с накидом. Одну пропускаем, в эту 3 столбика с накидом. Раз, 2, 3. Потом по схеме вяжется в следующую петлю еще раз 3 столбика. Раз, 2, 3. Теперь здесь одна петля пропускается, и в следующую петлю, ну, возьмите ее в самую такую в середину, вывязывается вот такой же волан из 4 столбиков с накида. Ну, давайте мы ее сделаем сюда, чтобы здесь одна петля осталась, чтобы мы ее закрепили. Раз, 2, 3 и 4. И теперь мы ее вот сюда закрепляем соединительным столбиком. Соединительный столбик, если кто не знает, делается: вводим, захватываем, и здесь мы ее выводим. Конечно, не так, как я ее вывожу. Еще раз. Вот. Теперь сделаем еще такой один узелок. Отрываем, затягиваем. И, ну, вот такая у меня получается система сзади. Если, может быть, у кого-то есть другая идея, пожалуйста, можно попробовать. И здесь еще классно, что он так вот, знаете, он стоит и как будто бы опирается немножко о пол. Вот такой получается по схеме. Нитку эту я сюда возьму. И здесь ее выведу. Ну и еще раз ее здесь. Не сразу обрезать, то она потом будет крошиться.
Так, ножницами отрезаем. Нижняя часть у нас готова полностью. Слава богу. Что-то у меня эта сова рождается очень долго, честное слово. Мне просто со временем очень туго. Постоянно термины разные. Красота. Если еще вот так вот ножки будут очень красивые. Теперь, девочки, вяжем голову. Голова вяжется очень просто. Просто делается набор петель в кружок, такой же, как и вот шея. И вяжется наверх, по-моему, 11 рядов. Сейчас я вам покажу. Так, голова. Делаем 6 петелек в кольцо амигуруми. Девочки, это не грязь. Еще раз говорю, если кто-то опять меня увидел и, может быть, первый раз видит это видео, это у меня ногти покрасились от краски для волос. Блин, я вообще люблю очень сильно красный цвет на голове. Вот покрасила, когда всегда в перчатках, а когда начала мыть голову, все ногти мои скрасились внутри, не могу их отмыть. Мне очень, конечно, стыдно за такие ногти, но это не грязь. Делаем 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Теперь мы делаем, девочки, прибавки до 36 петелек. Вот буквально как и тут. Делаем сперва в каждую, потом пошел и так далее, пока вы не сделали один ряд 4 столбика и прибавка. Сейчас мы начнем. Делаем сперва в каждый столбик прибавочки. Я повяжу с вами чуть-чуть. Вроде бы дети утихли. Время сейчас 8 часов вечера. Ой, у меня очень много времени. Я думаю, что я ее сегодня сделаю. Еще успею выставить. Так. И вот 6-я. В каждую петельку я сделала прибавку. У нас 12 петель. Теперь делаем прибавку 1 столбик, 1 прибавка. И так далее. Весь ряд. 1 столбик, 1 прибавка. Вот, вы знаете, я вот начала делать, да, видео одно на русском, одно на немецком. Если честно, я уже пожалела об этом. Это очень тяжело одно и то же видео делать с одной и той же игрушки на 2 языках. Почему-то я вот в реальности, если я разговариваю с немцами, у меня очень быстро получается язык, я хорошо могу говорить. Но если стоит мне перед камерой что-то снимать, у меня вообще язык прет не в ту сторону. Не знаю. Вообще, как будто бы я по-немецки говорить толком не могу. Вот мы провязали, у нас сейчас в данный момент здесь 18 петель. Теперь мы вяжем 2 петельки и прибавка. Ну, 2 столбика, 1, 2 и прибавка. И так 6 раз. Вот. И если я сейчас себе представлю, что мне надо будет эту сову еще раз вязать, только на немецком, меня колбасить начинает. Но я, наверное, ее розовую сделаю. Или серую. Серую с розовыми лапками. Мне кажется, будет очень красиво. 2 столбика, прибавка. Последний гляу, по-моему. 2. Прибавка. 1, 2. Прибавка. Теперь идут 3 столбика прибавка и так далее. Девочки, так мы вяжем до тех пор, пока у нас не будет 36 петель. Как только вы 36 петель набрали, то мы вяжем, сейчас я посчитаю, 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 рядов мы вяжем головы. Она у нас будет получаться почти такая же. Да? 12 рядов. Вот этот круг свяжете, 12 рядов вниз. И мы опять с вами здесь встретимся, чтобы у меня видео не такое большое было. А я пока свяжу. Девчат, смотрите, я вот провязала не 12 сейчас в данный момент, а 6 рядов. И теперь я думаю, что желательно бы вставить вот этот вот диск сюда.
потом уже провязывать дальше. Почему? Потому что будет очень тяжело завязывать, когда такие, ну, такая большая корзина получается. Для этого второй диск вставляем. Смотрим, чтобы он ровненько был, чтобы прям в середине. Так, теперь такая система, она должна вот так вот идти. Вот так. И оно потом вот так крутится. Теперь вот эти нитки, они должны проходить насквозь сюда, вот в эту пуговицу. И потом здесь затягиваться. Здесь. Итак, развязываем это. Теперь эти две нитки нужно засунуть в эту иглу цыганскую. Тоже сейчас будет не так просто. В принципе, я могла бы это урезать, сама сделать. Вот. Теперь что мы делаем? Ой, девочки, я боюсь. Ложим сюда. И прокалываем, чтобы она здесь вышла. Что? Это надо на глаз делать. Или, наверное, здесь прокалываем, а потом уже эту пуговицу насаживаем. Так, чтобы она в середине была. У меня в данный момент не в середине. Видите, у меня здесь дырка большая. Надо было эту дырку не делать. Попробую. Так, оставляем. Делаем со второй точно так же. Засовываем. Так, теперь надо смотреть так, чтобы голова здесь прям прилегала, да, чтобы нигде там одна сторона выше, там одна в сторону уходит, другая нет, это очень важно. Ой, девочки. Блин. Рядышком там где-нибудь проколоть. Не знаю, что будет. Короче, я просто беру сейчас и завязываю. Ну, такая система. Вроде ровно получилось у меня все. Это еще набивать надо, вытягивать. Теперь берем и очень туго это все добро завязываем. Прям очень туго, чтобы она не болталась, да? Сейчас бы мне сюда пальцы бы мужа, чтобы их прищемить, чтобы он подержал. Ну, никто не хочет со мной этими вещами заниматься. Поэтому вот так должно быть, девочки. По идее, хопля, голова кружится. Ну, что я могу сказать? Мне очень нравится. Эти нитки можно было их заранее отрезать. Но я ее сейчас натяну хорошо и отрежу, он туда спрячется. Вот такая получается сова. Один раз я так вот делала, у меня не получилось. Я очень была злая, психанула, потом взяла просто вот так вот иголкой цыганской затянула и все. Шов все равно был виден о том, что это шея совы, да? Вот. Ну вот надо смотреть, это зад, вот это будет перед. Вот. Вяжем дальше 6 рядов наверх самостоятельно. У меня я 6 провязала, вяжем еще 6, чтобы 12 было. Итак, провязала я эти 12 рядов. Вот что у меня получилось. Здесь еще возможно немножко так вот, знаете, ряд вытянуть, что вот полосочка здесь ровненькая была. Но это не 100% получится, потому что когда мы по спирали вяжем, все равно идет смещение. Но все равно, если вот
ровно она идет линия, то более-менее красивая. Вот. Теперь вы должны так смотреть. Вот это зад. Значит, голова должна здесь вот так вот ровно складываться. Да? Чтобы у вас хвост был сзади посередине. Для этого вы заканчиваете вязать вот здесь сбоку. Здесь у меня хвост, здесь ровно сбоку заканчиваете вязать. Для тех, кто использует не вот эти блестящие большие глаза, а простые маленькие, и есть возможность, например, взять вот этот глаз, он должен идти сюда, сбоку. Вот представляете себе, вот такой вот маленький вот этот вот стержень должен еще зайти вот сюда, да, и еще я должна на него посадить как-то шайбу, но это нереально. У меня это не получается, мне там ничего не остается. Вот. Поэтому я это дело делаю так. Я прикреплю этот глаз отдельно. А когда я его буду пришивать, то я его насквозь проткну, например, когда уже будет готово, и пришью этот глаз к голове. И даже если ребенок оторвет, то здесь все равно будет у меня лежать, сидеть шайбочка. Самое главное сейчас вам, если у вас есть глаза, то глаза вставляются. Так, вот это у меня зад, это получается перед. Глаза вставляются по схеме. Посмотрите, они идут очень низко. Да? Вот. То вы, значит, вдеваете глаз и вставляете, ну, я бы сказала, на середину. На середину от 12 петель. Так, чтобы было все ровненько. Сюда один. Так, где второй? Сейчас, девочки, не найду ничего. Вот, смотрите. Вот сюда вот так один ложится глаз, да, садится, а сюда второй глаз. И желательно их садить рядышком, не сильно далеко друг от друга. Вот. И потом идет еще в серединку вот сюда вот такой носик. Вот. Если, конечно, вы хотите это все делать потом, если вы будете просто пришивать, то вам сейчас нужно набить голову ватой, сделать полностью правильную середину, вместе сложить и провязать их вместе. Это то, что я сейчас буду делать. Почему? Потому что у меня не получится глаза насквозь проколоть, поэтому я их сейчас в правильную позицию посажу, как мне надо. Эту ниточку я обязательно еще хорошо ее затяну и где-нибудь здесь сзади еще, может быть, завяжу узел, чтобы она не распускалась. И закреплю шайбочками. У меня есть, смотрите, если вы, например, хотите шайбами закрывать именно то, что от этих глаз, то они вот такие большие, круглые. Если вы будете ими закрывать, то это невозможно потом их сюда приделать, потому что она отходит. Здесь нужно найти какую-нибудь плоскую шайбу, которая тоже будет сюда подходить. Вот. Некоторые люди вообще просто берут другие глаза и садят их на клей. Тоже возможно. Если это сделана игрушка для взрослых детей, то вы также можете посадить глазки на клей. Как, например, вот этот глаз. Сюда. Я не знаю, как он будет точно смотреться. Это только на готовой работе это видно. Но тоже может быть очень красивым. Вот. Я у вас немножко времени займу. Мне просто интересно. Вот как-то вот так. Ну, не знаю. Это на вкус и цвет товарища нет. Надо пробовать. Я пока сделаю именно с этими глазами. Поэтому у меня станет глаз сюда. И у меня есть шайбочки сзади от других глаз. Откуда они у меня, я не знаю. Не спрашивайте. У меня очень много фурнитуры дома. И поэтому от каких-то глаз я их сняла. Вот. И они у меня выглядят вот так. Вот такие. Они здесь расходятся. Такие еще есть железные в продаже. Вот. Есть такие еще и железные в продаже, поэтому посмотрите, если вы найдете, то супер. И их надо надевать. Так, я сейчас здесь помучусь, потому что, ну, это очень туго идет. Но видите, одевается.
Вот так. Супер. Вот. Любые какие-нибудь шайбочки просто одели, зацепили. И потом сюда глаз воткнули его и его пришили. Вот. Пришивать это я буду потом. Сейчас я набью ватой эту голову. И когда она у меня будет полностью ватой набита, мы вместе с вами ее провяжем. Итак, смотрите, голову я набила ватой, наполнила, но оставляем так, чтобы вы могли еще ее вместе сложить и провязать, да? Вот так она у меня сзади выглядит, вот так спереди. Если честно, мне очень понравилась вот эта вот система. Классно будет, конечно, когда мы ее сделаем полностью, и тогда видно будет, когда можно голову поворачивать. И эту нитку вы можете по всей оси крутить. Вот. Самое главное, обратите внимание, вот у вас здесь хвостик, и голова у вас должна так ввязываться, да, чтобы она ровно была. Ну, хотя вы можете ее всегда еще выровнять. Хотя лучше, конечно, чтобы она сразу была ровно. Вот так. Для этого я ее здесь складываю. Мне нужно провязать еще одну петельку. И потом я уже могу связывать эти две стороны. Теперь складываю и за каждой петельки провязываем за 2 стенки. Вот так, да? И так мы вяжем до конца. В каждой петельке мы провязываем. Что такое? Не могу отключить. Время опять уже поздно. Итак, получилась у меня вот такая сова. Вот так я ее набила. Уже достаточно, в принципе, довольно так симпатично получилось. Теперь у вас вот такие два хвостика. По схеме эти хвостики провязываются. Нет, не провязываются, прошиваются еще вот так. Они их так вот зажимают. И вот так вот она их прошивает. Это мы тоже можем сделать. Я беру белую нитку, прочную. И, ну вот, примерно насквозь прокалываю. Ой, она плохо цепляется там. Надо как-то, чтобы она сразу зацепилась там, чтобы она не вылазила, эта нитка. Сильно сперва не тянуть, а пару стежков, потом она зацепится. Вот, теперь можно тянуть. И прошиваем так два эти ушка. Так. Просто вот такими стежками. Вот смотрите, даже очень удобно будет. Например, вот вы взяли себе линию, и вот по этой линии так и делайте. Также и на другой стороне. Потом у вас образуются вот такие ушки. Да? Делаем это сами. Вот так у меня получилось одно ушко. И знаете, если у меня нитка очень длинная, чтобы здесь не заморачиваться с узлами, вы просто возьмите и проведите ее вот до этого места, внутри. Вот так раз. И она будет внутри. И теперь шьете, извиняюсь, не видели? Я просто иголку провела вот здесь внутри с ниткой. И теперь зашиваете это ушко. И тогда вам не нужны вот эти вот всякие узлы делать. Вот, зажимаем. И прошиваем. Здесь делаем по этому ряду. Смотрим, чтобы они были одинаковые. Эта нитка, она в этой самой пряже пропадает, ее даже не видно толком. Вот такая получается сова, если мы ее сейчас до конца здесь дошьем.
Ну вот и, в принципе, наша сова готова. В принципе, остается вся вязка, что я должна была сделать, я сделала. Теперь что остается? Голова, смотрите, крутится. Просто супер. Ставьте, как вам охота. Можете ее так поставить, можете так. Теперь что я буду делать? Я уберу эти ниточки. Прикреплю вот здесь этот глаз. Я его прям туда засуну. Ну, конечно, я его прикрепила этой. Потом я его туда засуну, чтобы он плотно сидел. Я еще, если честно, сделаю немножко с горячим клеем, чтобы она зацепила ее хорошо. Вот. И прошью. Прошивать не прям вот эту часть, а чтобы желательно вот этот глаз еще немножко оттопыривался. Прошивать вот внутри, да? Вот. Также я делаю это и второй глаз. Посередине идет такой маленький серебристый носик. Вот. Это мне сейчас очень тяжело здесь все показывать, потому что я немножко с клеем работаю, немножко пришиваю, и мне нужно брать игрушку эту в руки, и я не смогу это вам показать. Но мне кажется, здесь ничего такого тяжелого нет. Вот. Плюс вот эти вот крылышки. Крылышки прикладываем сбоку. Смотрим на хвост, чтобы оно все было симметрично. Вот так. Прикладываем и пришиваем. Также и ножки. Ножки смотрим, опять же, рассчитываем на хвост. И сюда их прикладываем. Вот. Так что пойду я свою сову доделаю. И встретимся здесь, когда она у меня уже готова. И выглядит так, что я сейчас еще и видео выставлю. Вот. И еще знаете, что красиво? У этой девушки она делала сову, где грудь, видите, вот такие вот галочки она делала. Тоже из этой же пряжи. А галочки получается, вот, например, 4 галочки здесь, потом 3 галочки и вот так вот углом вышивка. Вот. Но я хочу повешать ей просто такой брелочек. Вышивать я это не буду. Окей, тогда сейчас мы с вами здесь увидимся. Итак, вот такая у меня получилась сова. Вот. Глазки я ей закрепила клеем горячим, вдавила. И они, мне кажется, даже еще крепче, чем пришиты. Вот. И также остальные части я тоже их все сделала. Вот. Голова у нее крутится. Она у меня сидит. Но здесь плохо это показать. Ее надо еще как-то так немножко уплотнить, чтобы она это не падала. Вот. Единственное, что можно сделать, это еще ресницы, что я и хотела. Я думаю, что я здесь возьму одну целую. И она здесь очень хорошо приклеится. Для этого надо выровнять этот глаз. Для этого берем вот такой клей. Беру ресницы. Так, сейчас на бумажку положу. Сразу же мажем вторую ресницу, потому что клей он такой, как гель, он быстро не сохнет. Вот. Беру иголочку. Или можно взять ножницы. Мне сейчас искать, я не хочу греметь очень сильно. Так. Теперь. Так, сейчас я камеру поправлю, чтобы можно было видеть, потому что мне надо ее к себе прижать. Прикладываем. И вот так зажимаем. Ну и дуем, чтобы высохло.
Здесь зацепилась за шерсть, это не очень хорошо. Надо немножко подождать, чтобы она схватилась. Вот так. Так она выглядит. Таким же методом мы делаем и второй глазик. Итак, девочки, вот такая получилась у меня сова. Очень даже симпатичная. Голова у нее крутится. Она, по-моему, даже по всей оси ее можно крутить. Так далеко я бы не стала, чтобы шею не оторвать. Ну, мне кажется, что даже очень красивая получилась. Итак, всем вам легких петелек и спасибо за то, что вяжете со мной. Пока!